Дельфин и русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Именно этой песней Игоря Николаева хотелось бы начать сегодняшний урок, потому что сегодня мы с вами сплетем вот таких симпатичных дельфинчиков. Ну что, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть вправо. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать. Плетение мы с вами начнем с создания нижних плавников дельфина. И я для этого буду использовать синие резинки. Вы можете использовать голубые, серые и любые другие, в зависимости от того, какую в итоге фигурку вы хотите получить. По центральному ряду нам нужно накинуть 4 синих резинки последовательно, по одной. С первого на второй столбик, следующая резинка со второго на третий, следующая с третьего на четвертый и последняя с четвертого на пятый. На дальнем ряду нам нужно накинуть 2 резинки, тоже последовательно, с первого на второй и со второго на третий столбик. Теперь как бы соединяем дальний ряд с центральным, накидывая резиночку с третьего на четвертый столбик по диагонали. Теперь возьмем еще одну резинку и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Накидываем с третьего столбика центрального ряда на третий столбик дальнего ряда. Далее берем еще одну резинку и накручиваем ее на последнем столбике, на котором у нас накинуты резинки, 4 оборота. Один раз накинули, это первый оборот, закручиваем второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. Берем в руки крючок и приступаем к плетению. Заводим его внутри последнего столбика и отодвигаем тыльной стороной крючка резинку, которая закручена 4 оборота. Изнутри захватываем одинарную синюю и накидываем на впереди идущий столбик. Следующую резинку захватываем, которая находится выше. В моем случае эта резинка относится к столбику правого ряда. Я накидываю ее на правый ряд. Теперь уже с правого ряда захватываем резинку, которая находится выше. В моем случае эта резиночка относится к центральному ряду. И обратите внимание, что эта резинка у нас двойная. Накидываем ее на столбик центрального ряда. И еще вот здесь мы с вами резиночку не сняли. Захватываем ее и накидываем вперед. Дальше продолжаем плетение правого и центрального ряда. Просто перекидывая резинки с предыдущего на следующий столбик. Здесь изнутри заводим крючок, захватываем самую нижнюю резинку, снимаем с этого столбика и накидываем вперед. Следующую изнутри захватываем и накидываем тоже вперед. С правой стороны изнутри вперед и здесь изнутри вперед. Замечательно. Теперь мы можем вот эту конструкцию снять со станка. И для этого мы с вами воспользуемся помощью вспомогательного крючка. Накинем последние резиночки вот с этого столбика на крючок и вот с этого столбика тоже на крючок. И снимаем все получившееся со станка. Замечательно. Вот такой плавничок у нас получился. Теперь возьмем одну резинку, накинем ее на кончик вспомогательного крючка и всю вот эту конструкцию плавника, которую только что сделали, мы скидываем на одинарную синюю резинку. Вот так. И временно откладываем все это дело в сторону. Теперь нам нужно сделать еще один такой же плавничок. Давайте повторим, как это делается. С первого на второй столбик центрального ряда, со второго на третий, с третьего на четвертый, с четвертого на пятый, далее на дальнем ряду, с первого на второй, со второго на третий, соединяем дальний ряд с центральным, накидывая резиночку по диагонали. Следующую берем, скручиваем в 2 оборота и накидываем на третьи столбики центрального и дальнего ряда. Теперь возьмем одну резинку и накрутим вот на этот последний столбик. 1 оборот, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот. И плетем. Изнутри захватываем резиночку нижнюю, накидываем вперед.
Далее захватываем верхнюю, накидываем на столбик правого ряда. Здесь захватываем верхнюю, это двойная резинка, накидываем ее на столбик центрального ряда. Здесь теперь, что мы с вами не сняли, накидываем вперед, захватываем изнутри одинарную, здесь вперед, здесь изнутри вперед. И с правой стороны тоже изнутри захватываем раз и изнутри захватываем 2. Теперь вновь можно воспользоваться помощью вспомогательного крючка. Снимаем вот здесь резиночки и с центрального столбика тоже захватываем все и снимаем. Все, теперь это дело скидываем со станка. И получился у нас второй плавник. Его тоже нам нужно скинуть на одинарную резиночку. Для этого берем резинку, натягиваем на кончик крючка и скидываем все 4 петельки нашей заготовки на эту резинку. И, кстати, вторую часть, чтобы она не распустилась, можно на крючок накинуть. И с другим точно так же поступим плавником. Давайте посмотрим, что здесь у нас получилось. Немножко у меня слетела петелька. Раз, два и 3. Вот так, 2 плавника. Теперь мы с вами сделаем еще один плавник. Для этого тоже нам понадобятся резинки синего цвета. По центру накидываем 4 последовательно по одной. 1, 2, 3, 4. На дальнем ряду накидываем 2. 1, 2. Вторая. На ближнем ряду накидываем 1. Теперь соединяем вот этот ряд дальний с центральным, накидывая 1 резинку. Дальше берем уже резинку и скручиваем ее в 2 оборота. Накидываем со второго столбика ближнего ряда на третий столбик центрального ряда. И возьмем еще 1 резинку и тоже скрутим в 2 оборота на пальцах. И накинем с третьего столбика центрального ряда на третий столбик дальнего ряда. Резиночки опускаем немножко вниз, возьмем еще 1 резинку и накинем ее вот на эти 3 столбика. Это вторые столбики каждого ряда. Накидываем треугольничком. Но, чтобы у этого треугольника было немножко натяжение, причем не сильное, в 2 оборота, когда мы накручиваем, это у нас получается сильное натяжение. А нам нужно сделать некое среднее. И поэтому посмотрите, что мы делаем. Накидываем треугольничком, берем вот эту часть резинки, перекручиваем 8 и накидываем на 2 столбика, а не на 3. То есть у нас получается еще полоборота. Резинка накинута сначала на 3 столбика, затем перекручена и накинута на 2 столбика. Теперь можно накинуть вот сюда 1 резинку, закрутить ее 4 оборота, 1, 2, 3, 4 и начать плетение. Берем крючок, заводим здесь изнутри, захватываем 1 резинку, снимаем со столбика, накидываем вперед. Дальше захватываем резинку, которая находится выше. В моем случае эта резинка к правому ряду относится, и я накидываю ее на столбик правого ряда. Теперь захватываем на правом ряду резиночку, которая скручена вдвое, и накидываем на столбик центрального ряда. Дальше закончили вот здесь, захватываем и накидываем тоже на центральный ряд. Дальше захватываем резинку двойную, снимаем с центрального столбика и накидываем на столбик левого ряда. И дальше уже вперед по каждому ряду снимаем резинки. Здесь захватываем изнутри, накидываем вперед, здесь изнутри, снимаем, накидываем вперед. С центральным рядом завершили. Давайте вот с этим ближним рядом тоже закончим. Изнутри просто захватываем и вперед. И с дальним рядом изнутри раз, и здесь изнутри 2. Вот такое у нас получилось, такой плавник, это верхний плавник, и нам его тоже сейчас нужно снять со станка. И для этого вновь воспользуемся вспомогательным крючком. Все вот эти
резинки, которые у нас находятся сейчас на последних столбиках, нам нужно последовательно захватить и снять с этих последних столбиков. Вот 3 пары резинок. И теперь все остальное мы тоже снимаем со станка. Вот такой плавничок у нас получился. Потом мы его с вами в нужную сторону направим. Ну а пока откладываем в сторону и займемся сейчас хвостовым плавником, или как его еще называют просто хвост. По центральному ряду накидываем одну резинку. По левому и правому ряду мы с вами должны накинуть по 3 резинки. 1, 2 и 3. И по ближнему ряду. 1, 2, 3. Теперь возьмем одну резиночку и скрутим ее на пальцах в 2 оборота. Накидываем со 2 на 3 столбик центрального ряда эту резинку одну, но скрученную вдвое. Дальше берем уже 3 резиночки, берем их все вместе и накидываем на 3 столбики каждого ряда. 1, 2, 3. Вот такой треугольник у нас получился. Теперь берем крючок, захватываем длинную часть этого треугольничка и накидываем на столбик 3 центрального ряда. Дальше берем одну резинку и накидываем вот на эти 3 столбика. Но накидываем не просто так, а перекрутив эту резинку 8 в 2 оборота. Накидываем и вот сюда размещаем треугольничком. Дальше на последние столбики нам нужно накинуть по одной резинке и закрутить 4 оборота. Накидываем, это 1 оборот, далее 2 оборот, 3 оборот и 4 оборот. Здесь точно так же 1 оборот, 2 оборот, 3 оборот и 4 оборот. Берем крючок и начинаем плетение. Здесь просто вперед нам нужно прогнать резинки каждого ряда. В сторону никуда уходить не нужно. Давайте начнем с ближнего ряда. Изнутри захватываем резиночку, снимаем с этого столбика, накидываем вперед. Здесь изнутри захватываем самую нижнюю, снимаем вперед. Здесь тоже отодвигаем треугольную. Тыльной стороной крючка изнутри захватываем одинарную и накидываем вперед. По центральному ряду здесь отодвигать ничего не нужно. Нам нужно просто взять эту двойную резинку, снять и накинуть на впереди идущий столбик. Здесь, как обычно, мы плетем. Изнутри снимаем вперед. Здесь изнутри захватываем вперед. Здесь изнутри вперед. И центр мы с вами еще не закончили. Последняя вот эта резиночка нам осталась. Изнутри берем и накидываем вот сюда. Замечательно. Теперь давайте снимем все это дело со станка, но аккуратненько придерживайте вот эти первые столбики пальцами, например, чтобы оттуда у нас резинки не соскочили. И в это время снимайте то, что у нас получилось. Чтобы нам с последних столбиков сейчас накинуть на крючок, которым мы работаем. То есть на основной. Накидываем 2 резинки вот с этого столбика. 2 резинки захватываем с центрального столбика. И 2 резинки захватываем с последнего столбика. И у нас получается вот такой хвост. Его нам нужно сейчас накинуть на резинку, скрученную вдвое. Берем одну штучку, скручиваем в 2 раза на пальцах, накидываем на кончик крючка, натягиваем и вот этот хвост накидываем на эту двойную резинку. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Замечательно, но этот хвост нам понадобится чуть позже. И поэтому его мы тоже скинем на вспомогательный крючок, накинув все 4 петельки на него. И убираем основной крючок. Теперь мы приступим к плетению тела нашего дельфина. И давайте посмотрим, как это делается. Накидываем с первого столбика дальнего ряда на второй столбик центрального ряда одну резинку. Дальше накидываем со второго центрального на второй столбик ближнего ряда тоже одну резинку. И получилась у нас вот такая диагональная полоса. Дальше разбираемся с дальним рядом. На нем нам нужно накинуть 3 пары синих резинок. Одна пара, далее 2 пара и еще раз 3 пара.
Дальний ряд это у нас будет живот, нижняя часть дельфина, а ближний ряд это будет спина дельфина. Чуть позже мы перевернем, чтобы было более понятно, где спина, а где живот. Итак, 3 пары синих накинули, теперь пришла очередь белых резинок. Именно белого цвета у нас будет живот. Тоже накидываем парами. Раз, далее 2. И всего нам нужно накинуть 7 пар белых резинок. Давайте считать вместе. Это 3-я пара была, далее 4-я пара, далее 5-я пара, теперь 6-я пара и, наконец, 7-я пара. А вот теперь нам нужно взять одновременно и белую, и синюю резинку, чтобы был плавный переход от живота к морде дельфина или к носу дельфина. Накидываем с 3-го на 2-й столбик и еще раз возьмем синюю и белую одновременно, накинем с предпоследнего на последний столбик. Дальше разбираемся с центральным рядом. Здесь нам понадобятся только синие резинки. Будем накидывать их по 2 штучки. И накидываем со 2 на 3 столбик этого центрального ряда. Берем следующую пару, накидываем дальше. И так до конца этого ряда последовательно накидываем по 2 штучки синих резинок на каждую пару столбиков. Теперь пришла очередь ближнего ряда. Здесь тоже накидывать будем резинки со 2 столбика парами. И накидываем со 2 на 3, с 3 на 4 и до почти самого конца станка накидываем, а именно до предпоследнего столбика. Накидываем последнюю пару на предпоследний столбик. И теперь возьмем по одной резинке и накинем со столбика вот этого, на котором закончили, на последний столбик центрального ряда одну резинку. И еще одну резинку возьмем, накинем чуть дальше, уже на дальний ряд. И получается и здесь у нас такая полоса по диагонали, как и в самом начале нашего станка. Теперь нам нужно сделать нос дельфина. Давайте посмотрим, как это делается. Для этого нам понадобятся резинки синего цвета. Так, и еще вот так, 3 штучки. Берем одну, накидываем 1, 2, 3, 4 оборота на крючок. Дальше берем пару, накидываем на кончик крючка и скидываем 4 оборота вот на эту пару резинок. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. И накидываем на самый правый столбик дальнего ряда все 4 оборотика, которые у нас здесь есть. И вот такой носик нашего дельфина получился. Если мы перевернем станок, то будет уже более понятно, что вот это живот, а это спина. И сейчас, раз уж мы перевернули, то давайте закрепим на животе нижние плавники. Возьмем наш крючок, на котором мы с вами оставили заготовки, и снимем аккуратненько один из нижних плавников, который у нас накинут на одинарную резинку. Вот вы видите, он на одинарной резинке. И теперь нам нужно накинуть одну часть этой резинки на 4-й столбик левого ряда, 1, 2, 3, 4, а другую часть на 4-й столбик правого ряда. И теперь располагаем этот плавник так, чтобы он у нас смотрел вниз. Поэтому с помощью крючка мы его немножко вот туда пропихиваем. Теперь берем следующий нижний плавник, тоже аккуратненько, чтобы петельки не слетели, и беремся за эти петли. Опять же накидываем их на 4-е столбики. Одну часть на 4-й столбик левого ряда, другую часть на 4-й столбик правого ряда. Беремся за кончик этого плавника и немножко его натягиваем, чтобы он у нас находился за вот этим 4-м столбиком центрального ряда. И немножко спускаем вниз. Это у нас будет плавник левой стороны, а тот плавник у нас будет на правой стороне от тела дельфина. Дальше нам понадобится еще один плавник, задний или верхний плавник. Вот он. И здесь мы видим 6 петелек на крючке.
И смотрите, куда их нам нужно накинуть. Вот мы здесь накинули резинки нижних плавников, а на следующий столбик, то есть получается первый, второй, третий, четвертый, пятый, на следующий, этот пятый столбик, нам нужно накинуть первую пару верхнего плавника. Аккуратненько снимаем, и на крючке у нас еще 4 пары остается. Берем следующую пару, то есть вторую пару этого плавника аккуратненько, чтобы ничего не распустилось. И накидываем на следующий столбик. Получается шестой, если считать слева. Тоже накидываем аккуратно, чтобы не распустились резинки. Так. И, наконец, последняя пара осталась. На следующий столбик накидываем. Отлично. Верхний плавник у нас закреплен на 3 столбиках. Теперь давайте закрепим наш хвост. Хвост закрепляется на самый правый столбик и ближний ряд. Натягиваем резиночки, накидываем 1, 2, 3, 4. Все 4 петельки вот на этот столбик. Отлично. Так, дальше. Чтобы тело дельфина было более плотным, нам нужно накинуть, конечно же, поперечные резинки. И посмотрим, как это делается. Берем одну резинку и накидываем на второй столбик дальнего ряда, второй столбик центрального и второй столбик ближнего к нам ряда, треугольником. Но хотелось бы, чтобы эта часть дельфина была более плотной. И поэтому сейчас мы поступим точно так же, как в самом начале этого урока. То есть возьмем одну часть этой резинки, скрутим вдвое и накинем на пару столбиков. Не на 3 столбика, а только на 2. И вот эта резинка у нас, видите, как накинута. Сначала на 3 столбика, а затем на 2. На следующую тройку столбиков нам нужно накинуть резинку абсолютно точно так же. Накидываем сначала на 3 столбика, натягиваем, перекручивая восьмеркой, и накидываем уже на 2 столбика. Вот так. Дальше. Здесь у нас накидывать ничего не требуется, потому что уже много резинок накинуто, плавниковые резинки. А дальше будем накидывать. Здесь нам нужно накидывать резинки одинарные. Берем одну, накидываем на треугольничек. Берем следующую, накидываем тоже на треугольничек. Берем еще одну синюю. Опять же треугольничком. Ниже треугольничком. И снова треугольничком. И еще раз треугольничком. Так. Здесь тоже хотелось бы, чтобы более плотный был хвост. И поэтому мы накинем резинки точно так же, как в самом начале тела. Сначала на 3 столбика. Разворачиваем теперь восьмерочкой. И накидываем на 2 столбика. И здесь тоже. Хотя здесь, в принципе, мы можем накинуть и просто на 2 столбика. Давайте, в общем-то, так и сделаем. Берем одну резинку, скручиваем в 2 оборота и накидываем 1 и 2. Просто на 2 столбика. Отлично. И я думаю, что уже можно нам перейти к процессу плетения. Поэтому возвращаемся к носу. И именно с носа плести и начнем. Захватываем резинку, которая находится выше всего. В моем случае эта резиночка относится к левому столбику. И я накидываю ее на левый столбик. Далее вновь здесь же захватываем изнутри пару. Эта пара у нас сине-белая. И она относится к этому левому, точнее правому ряду. Накидываем. Дальше здесь, на центральном ряду, захватываем снизу пару и накидываем вперед. И слева изнутри захватываем пару и накидываем вперед. Дальше плетение очень простое. Нам нужно просто прогнать вперед каждый ряд. Давайте начнем, например, с левого ряда. Изнутри захватываем вперед. Здесь все лишнее отодвигаем изнутри. Самую нижнюю пару захватываем и накидываем вперед. Здесь треугольную отодвигаем. Также отодвигаем резинку плавника и захватываем самую нижнюю пару. Тоже накидываем вперед. Здесь изнутри вперед.
Дальше изнутри вперед и гоним до самого конца этого ряда. Теперь разбираемся с центральным рядом. Мы с вами остановились на втором столбике. Изнутри захватываем пару, снимаем, накидываем вперед. Изнутри, все лишнее отодвинув, захватываем пару и накидываем вперед. Здесь изнутри вперед и так далее до конца ряда. И с третьего столбика накидываем на второй. С этим рядом центральным покончено. Теперь разбираемся с оставшимся правым рядом. Остановились на втором столбике. Изнутри захватываем пару синяя-белая. Накидываем вперед. Здесь уже захватываем пару белую просто изнутри вперед. Все лишнее отодвигаем. Изнутри захватываем белую пару вперед. И тоже гоним до конца ряда. Еще у нас остались не сплетенными вот эти диагональные резинки. Давайте ими займемся. Со второго столбика левого ряда или ближнего ряда изнутри захватываем одинарную резиночку, снимаем с этого столбика, накидываем на центральный. Из центрального изнутри захватываем нижнюю одинарную и накидываем на правый последний столбик. Плетение завершено. Теперь возьмем одну синюю резинку, скрутим на пальцах в 2 оборота. Дальше просунем крючок сквозь все резинки, которые находятся на последнем хвостовом столбике, сквозь все резинки. Накинем сюда скрученную вдвое синюю резинку и аккуратно вытащим сверху, нечаянно не захватив ничего лишнего. Дальше сделаем петлю, просунув одну часть этой резинки в другую ее же часть. И затянем эту петлю. Дальше, чтобы петля нам не мешала и не распустилась, мы в нее просунем наш хвост. Раз. И с помощью рук можно вот так помочь. Петля на хвосте затягивается, и теперь никуда ничего у нас не денется и не потеряется. Дальше можно просто с помощью крючка всю конструкцию начать снимать со станка. Так, отлично. Давайте дельфина этого расправим. Теперь, чтобы нос дельфина был более ярко выраженный и более длинный, мы с вами его немножко обработаем. И для этого воспользуемся одной синей резинкой. Просто накрутим ее на кончик носа 4 оборота. 1 оборот, 2 оборот, 3 и 4 оборот. И аккуратненько эту резинку распределим так, чтобы она была более равномерно натянута. И вот видите, нос у нас уже значительно длиннее и уже. Теперь разбираемся с глазом. Для создания глаза воспользуемся одной черной резинкой и закрутим ее на пальцах 3 оборота. То есть 1, 2 оборот и вот 3 оборота. Дальше вставляем крючок в то место головы, где предположительно должен быть глаз. И вытаскиваем крючок с обратной стороны. Захватываем эти 3 оборотика и аккуратно вытаскиваем их вот с этой стороны. Но вытаскиваем эту резинку не целиком, а так, чтобы она немножко чуть-чуть появилась. Вот так. Можно даже еще поменьше было вытянуть. С одной стороны и с другой стороны у нас тоже глаз получился ярко выраженным и, в общем-то, видным, нормальным. Вот такой дельфин у нас получился.
Надеюсь, что вам понравился этот урок и вы сплетете и себе точно такого же дельфина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши отзывы, впечатления об этом уроке. До новых встреч. Пока.